Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Сможете ли вы еще полюбить? Такой довольно философский будет у нас глубокий расклад сегодня. Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы сейчас пребываете. Ой, какой вы активный. Ух, вы такой огненный. Знаете, у вас страсти в душе вообще, в душе, в теле, вот кипят, бурлят. Вы настолько живчик вообще по жизни. Другое дело, что сейчас у вас эти страхи немного заблокированы вашей грустью, печалью какой-то, что не с кем воплощать эту страсть, да, вот женщины я не вижу рядом. Но в вашей жизни как-то вот постоянно присутствует то манипуляция, либо же магия даже может присутствовать. Также проигрывается ситуация, когда вы, может быть, находитесь в каком-то, знаете, вот в подвешенном, что ли, состоянии, ну, не можете определиться, как жить дальше, что делать дальше, да, вот вообще как-то потерян смысл. Опять же, я делаю акцент на том, что у кого-то эта ситуация проигрывается сейчас, вы находитесь в этом состоянии, у кого-то вот оно было еще недавно, вот недавно закончилось, потому что это помимо того, что общий расклад, это еще и зависит от того, как давно вы, допустим, разошлись с женщиной, да, вот как давно вы проходите этот период болезненный. У всех, конечно же, это по-разному. Общий расклад – это не личный. Поэтому помним. Вы человек такой очень переживательный, я бы сказала, да, вот как для мужчины особенно. Но вы этого особо не показываете. Вы если переживаете, то переживаете глубоко в душе. На людях, возможно, даже вот вы ходите и улыбаетесь, как ни в чем не бывало, да, а дома, может быть, даже пустите иногда мужскую скупую слезу, да, либо же с четвероногим другом можете там поплакаться, поговорить, обнявшись, да. Вы человек, который, ну, готов горы свернуть ради близких, ради любимых людей. Вы очень такой целеустремленный, вы всегда найдете чем заняться по жизни. Вы очень страстный, да, вот это особенно касается, когда у вас есть любимая женщина, вы готовы горы свернуть и мчаться хоть и среди ночи на край света, чтобы 5 минут увидеть. Напишите в комментариях, есть такой момент или нет. Но вот вы реально относитесь к тем мужчинам, которые звезду с неба готовы ради любимой женщины достать. Просто другое дело, что сейчас вот, ну, не для кого у вас доставать эту звезду. Так. Да, вот женщина, которую вы любили, которую боготворили, вот она сейчас находится реально на расстоянии. Очень много денег у вас ушло. Посмотрите, у нас сколько пентаклей. Причем вот вы даже может проигрываться, что не сразу ушли от нее. Вот вы много чего терпели, может быть, даже тех же скандалов, обманов, унижений. Из-за любви вы терпели много и долго. Из-за любви вы понимали, что вас унижают. Из-за любви вы понимали, что вам делают больно, да, но вы терпели это все. Вы это все прекрасно понимали. Да, вам было больно, да, вам было обидно, но вы это все терпели просто потому, что любили. Вы, ну, я не знаю, ну, вы отдавали, ну, очень и очень много денег, да, чтобы не сказать более грубое слово, да, в эфире. В общем, я бы сказала, что ну чуть ли не до копеечки вы все тратили, да, ну, может быть, там совсем немного себе оставляли на какие-то расходы. Вы человек вообще очень щедрый, вы человек, который и зарабатывает, и тратит, да, вот как-то, ну, абсолютно у вас нет такого, что быть скрягой, да, вот я не дам, где-то там скупердяйничать, нет, вот вы, даже вот это касается, если вы немного, ну, так, не очень много денег зарабатываете, но все равно вы такая щедрая душа, вы таким были, вы такими будете. И в душе, кстати, я вам скажу, вы все равно еще молодой, очень молодой душой, несмотря на то, сколько вам лет, хоть и там за 50, за 60, может быть. Вы очень молоды в душе. Не зря говорят, что всем в душе мы дети, да, просто оболочка меняется. Поэтому вы, в общем-то, и легкий на подъем, да, вот вы можете и подурачиться, но это так, в очень узких кругах.
Ну вот единственное, что сейчас у вас проигрывается такое вот глубокое разочарование в женщинах. Разочарование, которое даже в какой-то степени оно не дает вам полюбить заново. В какой-то степени вы даже побаиваетесь, что ли, вступать в новые отношения. Ну, я имею в виду серьезные отношения. Даже вот если у кого есть какие-то такие романчики небольшие, но это абсолютно не с душой делается. Абсолютно вы никого не впустили в свою душу. Напишите в комментариях, есть такой момент или нет. Я не вижу, что на данный момент вы любите какую-то женщину. Абсолютно. Вам хочется любви. Вы ищете, ну, сознательно или подсознательно, ну так, да, вот как-то. Все равно вы обращаете внимание на женщин. Но я не могу сказать, что вы прям специально, да, вот там знакомитесь. Вот как-то опасения. Не очень-то вы настроены на отношения. Давайте-ка посмотрим, что будет дальше проигрываться в вашей личной жизни. Все-таки сможете вы полюбить или же нет? В вашей жизни появится новая женщина. Она будет довольно неплохо зарабатывать. Она будет такая, знаете, не женщина, огонь абсолютно. Она будет более спокойная, более уравновешенная. Она даже в чем-то даже экономная. Я не скажу, что она транжира. Приблизительно плюс-минус вашего возраста. Скорее темноволосая она будет. Но она знает цену деньгам. Вот несмотря на то, что у нее есть деньги, она зарабатывает деньги, да, она абсолютно не транжирит. Очень такое рациональное использование денег. И это довольно неплохая черта. У нее был мужчина в жизни. На данный момент, вот, ну, на момент знакомства, я имею в виду, она будет свободна. У нее был мужчина, который, ну, в чем-то ее даже подавлял. Такой вот то ли диктатор своего рода, да, у нее были непростые отношения. Но она вот так же, как и вы, она долго терпела. Вот она терпела своего этого мужчину, который, ну, в чем-то ее даже вот ущемлял, я бы сказала. Очень у нее такие непростые были отношения. Но вот именно с этой женщиной вы как-то вот, знаете, вернете веру в женщин. Вы вернете вообще веру в отношения как-то, да, потому что вот это ваше разбитое сердце, да, оно довольно длительный период, ну, не дает вам покоя, вот не дает вам раскрыться. Но эта женщина вас раскроет. Посмотрите, у вас любовь, причем взаимная любовь падает. У вас обоих разбитое сердце и кардинальные перемены. У вас идут кардинальные перемены в жизни и абсолютно все с чистого листа. Вот если сейчас вы находитесь, вот у нас и луна выпала, да, может быть даже страхи, комплексы перед отношениями, перед женщинами, то именно с ней вот у вас открывается новая жизненная стезя, так скажем. Отношения более легкие, более открытые, да. Вот именно эта женщина, она как-то, знаете, вот уверенность, что ли, в вас вселит. С этой женщиной вы вспомните, что такое любить, да, вот как можно любить. Вот вы вспомните, может быть, даже в чем-то молодость. Она вам, знаете, она еще может напомнить кого-то из вашего прошлого. Вот в чем-то она похожа. У кого-то может быть на маму чем-то похожа, у кого-то может быть на первую любовь похожа, да, вот. Либо же внешне, там, я не знаю, цвет волос, цвет глаз. Либо же просто там какой-то чертой характера, манерой общения. Ну, это такой, знаете, вот привет из прошлого. Отношения легкие, отношения поначалу они будут вообще, казалось бы, ни к чему не обязывающими. Да? Вот она вам понравится, но настолько вас как-то вот они закрутят, что реально это все перейдет уже в более серьезные, в любовные отношения. Да? Вот у нас любовь падает. Так, что еще будет? Насколько вы откроетесь? Да, вот поначалу вы не будете открываться. Да, вот как я сказала, это будут какие-то вот легкие отношения. Вы подумаете, что это так, ни к чему не обязывающему, да, потому что вот у вас есть страх, страх того, что вам снова сделают больно. У вас безумнейший страх. Посмотрите, какие у нас ужасные карты выпали. Но эта женщина вас вернет к жизни. Она подарит вам настолько вот тепла, заботы, да, уверенности в завтрашнем дне. Вот именно эта женщина, она покажет, что вы ей нужны,
что вы любимы, и с этой женщиной у вас проигрывается даже семья. Да, это будет не, там, не по щелчку, да, это не мгновенные такие страстные отношения. Это, опять же, я повторюсь, сначала это будут такие, казалось бы, несерьезные отношения, да, потому что у вас в чем-то и судьба схожа. Вы оба будете бояться каких-то вот переживаний, разрывов, да, что снова сделают больно. Поэтому какой-то период, да, это будет присматривание друг к другу, да, но потом вот это все переходит в любовь. Смотрите, ребят, если даже вы будете себя накручивать, это абсолютно, да, вот у вас сомнения падают. Если вы будете себя накручивать, это будут абсолютно напрасные накручивания. Эта женщина абсолютно, вот как бы вам ни было удивительно, но человек, ну не склонный не к обману, вот, да, не склонный к какой-то корысти, потому что у нее деньги есть свои. И априори ей не нужны ваши деньги. С этой женщиной вы вот почувствуете, знаете, вот вкус жизни, вот у вас какие-то вот, ну, знаете, романтические моменты, которые подарят вам крылья, вот появятся такие моменты, о которых вы забыли. Моменты, которые сейчас вам, может быть, кажутся чем-то вообще удивительным, что ну так не бывает, такого не будет, да. Я уверена, что многие из вас сейчас думают, да, очередная сказка, да. Но, знаете, сказка ложь давний намек, как говорится. Все равно, как бы вы ни верили, да, но тем не менее у нас падает это в раскладе, да. Понятно, что это общий расклад. Понятно, что у каждого где-то что-то проиграется, что-то может не до конца проиграться, да. Но тем не менее, в любом случае у вас падает новая женщина. Пусть это будут где-то какие-то тонкости, может быть, немного по-другому, да. Не забываем, что есть еще личные расклады. Поэтому, если кто-то очень интересуется личными раскладами, всегда добро пожаловать. Поэтому, смотрите, я, конечно, не знаю, но в вашу жизнь однозначно придет счастье, в вашу жизнь придет женщина, которая, вот посмотрите, она очень страстная, она избавит вас от одиночества. Вот самое главное. Она избавит от одиночества, и у вас будет с ней столько страстей, сколько вы, наверное, уже забыли. Вы забыли уже, что так бывает. Вы забыли, как это бывает по-настоящему, да, потому что когда вы были в прошлых отношениях, когда вот эти все моменты, вот то голова у нее болит, то ей не хочется, то ей не может, то вам не хочется, да, а вы прекрасно понимаете, когда люди уже начинают раздражать друг друга в отношениях, там уже понятное дело, что и от интима как-то оба начинают отлынивать. Напишите в комментариях, есть такой момент или нет. Когда это уже реально в обязаловку какую-то переходит, то здесь вот реально другая ситуация. Здесь уже, знаете, вот когда готов порвать друг друга, как тузик грелку. Здесь уже, когда страсти кипят, бурлят, ну, конечно же, это будет все очень и очень постепенно, да. Помним, что вначале вы будете присматриваться, вначале это будет все очень и очень осторожно. Но, тем не менее, человек, который избавит вас от одиночества, человек, который подарит вам любовь, и человек, который, ну, реально подарит вам счастье. По-другому я не могу это назвать. Поэтому, ребят, конечно же, вы сможете еще полюбить. Это будет любовь такая, вот знаете, осторожная. Эта любовь будет такая вот прощупанная, продуманная, да, когда вы будете присматриваться. Может быть, даже кто-то захочет проверить какие-то качества. Но, тем не менее, любовь здесь будет однозначно, даже семья падает. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!